Привет! Тема «Мюнстерский мирный договор», «Мюнстерский мир», «Мюнстерский мирный договор». «Мюнстерский мир» был договором между лордами Генеральных Штатов Нидерландов и испанской короной, условия которого были согласованы 30 января 1648 года. Договор, заключенный параллельно Вестфальскому миру, но не являющийся его частью, является ключевым событием в истории Нидерландов, ознаменовавшим официальное признание независимой Голландской республики и окончание 30-летней и 80-летней войн. Тысяча 1621-1648 годы стали заключительной фазой 80-летней войны между Испанской империей и зарождающейся Голландской республикой. Хотя голландцы и испанцы были вовлечены в войну за Юлихское наследство на противоположных сторонах июнь 1609, октябрь 1610, май-октябрь 1614, они тщательно избегали друг друга, и таким образом военные действия не распространялись на Габсбургские Нидерланды, перемирие оставалось прочным. Тем не менее, попытки договориться об окончательном мире также провалились, и война возобновилась, как и ожидалось, в 1621 году. По сути, она стала побочным театром более широкой 30-летней войны. В результате тупиковой ситуации, финансовые проблемы, истощение испанской армии и голландское стремление к официальному политическому признанию в конечном счете убедило обе стороны в середине 1640-х годов провести мирные переговоры. Результатом стал Мюнстерский мир 1648 года. Переговоры начались в 1641 году. С началом испано-голландских мирных переговоров голландская торговля с Левантом и Пиренейским полуостровом начала процветать. Голландские купцы, извлекавшие выгоду как из наличия относительно дешевых морских перевозок, так и из прекращения военных действий, вскоре доминировали на рынках, где ранее доминировали английские торговцы. Хотя Испания не признала Голландскую республику, она согласилась с тем, что Генеральные Штаты Нидерландов являются суверенными и могут участвовать в мирных переговорах. Это было результатом огромного политического давления. В январе 1646 года 8 голландских представителей прибыли в Мюнстер. Требованиями голландцев были уступка Испании всего района Меридж, признание голландских завоеваний в Индии как на востоке, так и на западе, постоянное закрытие Шельды для торговли в Антверпене, тарифные льготы во фламандских портах и отмена испанского торгового эмбарго. Мирные переговоры продвигались черепашьими темпами. Испания была вынуждена признать независимость голландских провинций, которые были одними из ее самых ценных владений. Ученые выдвигают множество причин поражения Испании. Доминирующим аргументом является то, что Испания больше не могла позволить себе расходы на конфликт. Конечно, Испания и повстанцы тратили значительные средства на финансирование своих кампаний, но Испании становилось труднее. Благодаря быстро развивающейся экономике Нидерландов, которая в основном поддерживалась голландскими банками и процветающим фондовым рынком, солдаты повстанческих армий получали свое жалование вовремя. С испанской стороны ситуация была плачевной. По словам многих историков, войскам обычно не выплачивали жалования месяцами, если не годами, и в результате они сражались с меньшим энтузиазмом и десятки раз поднимали бунты в течение 80-летней войны. Кроме того, испанские наемники тратили свои деньги не в Испании. В результате средства ежегодно добавлялись в голландскую экономику. 30 января 1648 года стороны достигли соглашения, текст был отправлен в Гаагу и Мадрид для утверждения. Он был ратифицирован делегациями Испании и Нидерландов 15 мая, Генеральные Штаты одобрили договор 5 июня 1648 года. Несмотря на достижение независимости, в Генеральных Штатах существовала значительная оппозиция договору, поскольку он позволял Испании сохранить южные провинции и допускал религиозную терпимость католикам. По Мюнстерскому миру Нидерланды были разделены надвое. Северные Нидерланды, в которых доминировали протестанты, стали Голландской республикой, независимой республикой, в то время как Южные Нидерланды, в которых доминировали католики, остались под суверенитетом испанских
Габсбургов. В то время как Испанская империя, Южные Нидерланды вместе были финансово и демографически разрушены, приходили в упадок политически и экономически, Голландская республика стала мировой торговой державой и достигла высокого уровня процветания. Это известно как Голландский золотой век. И все это, несмотря на сохраняющиеся социально-экономические, географические и религиозные проблемы, и не только.